Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень вкусный и нежный пирог, как торт. 3 стакана с сочной начинкой из тыквы, без замеса теста. Все очень быстро и просто. Пирог получается такой вкусный, начинка очень нежная, с ароматом апельсина и корицы. Даже те, кто не любят тыкву, с удовольствием едят этот замечательный пирог. Рекомендую его приготовить и попробовать. Пирог я буду выпекать в разъемном кольце. Установила диаметр 22 сантиметра. Дно я оборачиваю двойным слоем фольги. Лучше всего выпекать этот пирог в разъемной форме. Так легче его будет извлечь из нее. Дно я также застилаю пергаментной бумагой. И так как я использую разъемное кольцо, дно получается из фольги, я устанавливаю форму вот в такую форму. Можно поставить просто на противень. Для приготовления начинки мне понадобится тыкву разрежу на средние кусочки, чтобы удобнее было ее натирать на терке. Для рецепта лучше всего использовать сладкие мускатные сорта тыквы. Сейчас, наверное, самый трудоемкий процесс в приготовлении этого пирога. Надо натереть тыкву на мелкой терке. Я натерла всю тыкву. Она у меня такая достаточно сочная. Прямо когда я натирала, брызгал сок. В зависимости от того, насколько сочная тыква, будем добавлять апельсиновый сок. С апельсина я сниму цедру, только верхнюю желтую часть. Благодаря апельсину и специям у начинки не будет вот такого тыквенного вкуса, а будет вкус такого, можно сказать, апельсинового мармелада. Разрезаю апельсин и выдавлю из него сок. Если тыква у вас очень сухая, тогда добавляйте сок целого апельсина. Я добавлю сок половины апельсина. Мне этого вполне будет достаточно, так как я уже сказала, у меня тыква очень сочная. Выливаю сок в миску. Также я добавлю 1 чайную ложку экстракта ванили. Добавляю чайную ложку корицы, четверть чайной ложки мускатного ореха и всыпаю сахар. Конечно, все специи вы можете корректировать по своему вкусу. И сахар также добавляйте по вкусу. Хорошо все перемешиваю. И начинка готова. Она получается очень сочная. Этот сок хорошо пропитает слои теста. Для приготовления теста мне понадобится Так как пирог называется 3 стакана, я использую для измерения стаканы. Стакан у меня объемом 300 мл. Всыпаю полный стакан муки, стакан манки мелкой. Я уменьшила количество сахара. У меня здесь получается чуть больше половины стакана. Добавляю щепотку соли, перемешиваю все сухие ингредиенты. И теперь на крупной терке натру сливочное масло. Натираю и сразу перемешиваю с мукой. Также количество всех ингредиентов я укажу не только в стаканах, но и в граммах. Смотрите описание под видео. И сейчас я все сухие ингредиенты перетираю с маслом до получения такой однородной крошки. И тесто готово. Все очень быстро. У меня на канале, кстати, уже есть похожий рецепт насыпного такого пирога с манкой сметанник. Это очень вкусно. В качестве начинки я делаю очень вкусный сметанный крем. Кому интересно, я обязательно оставлю ссылку под видео в описании на этот рецепт. И также сюда я добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. В итоге должна получиться вот такая крошка, или можно сказать тесто. Я его сжимаю в руке, оно собирается в один комок и при нажатии распадается. Тесто для пирога я разделила примерно на 3 части. Каждая часть около 280 граммов. Высыпаю первую часть теста и разравниваю. Прижимаю ложкой. Начинка у меня немного постояла. И посмотрите, какая она сочная. Она пустила еще достаточно много сока. Поэтому я в начинку сейчас еще добавлю 1 столовую ложку крахмала кукурузного. Если у вас тыква не такая сочная, это делать не обязательно. Начинку делю примерно пополам. Выкладываю начинку сверху на тесто. Стараюсь распределить ровным слоем. Выкладываю вместе с соком. Этот сок как раз очень хорошо пропитает тесто, сухую крошку.
Сверху на начинку снова распределяю третью часть крошки. Аккуратно все разравниваю, тесто немного прижимаю и выкладываю вторую половину начинки. Начинка так приятно пахнет апельсиновой цедрой, корицей. Аромат потрясающий. У меня здесь остается еще немного сока. Я этим соком поливаю сверху начинку. Распределяю сверху оставшуюся крошку. Немного прижимаю. И также по желанию можно сверху присыпать пирог орехами. У меня вот так мелко порезанные миндальные орешки. Можно присыпать миндальными лепестками. И также я добавлю еще немного порубленных грецких орехов. Орехи прекрасно сочетаются с тыквой. Хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Если вы будете печь пирог также в разъемной форме, обязательно оберните дно формы фольгой, так как начинка может подтекать. И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-55 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Всего пирог у меня выпекался примерно около часа. Проверяю готовность деревянной зубочисткой. И теперь, наверное, самый трудный момент в приготовлении этого пирога. Надо дать ему время полностью остыть, чтобы внутри застыла вот эта сочная начинка с тыквой. И хочу вам показать, видите, вот здесь вот немного подтекает вот эта сочная начинка. Поэтому обязательно оборачивайте форму фольгой. Мой пирог полностью остыл, и я буду извлекать его из формы. Аккуратно тонким ножом пройдусь по краю формы. В рецепте этого пирога есть только один недостаток. Надо дать ему полностью остыть. Этот пирог вкусный, когда он холодный, когда начинка застывает, и она становится похожа на такой апельсиновый мармелад. По желанию пирог сверху можно присыпать сахарной пудрой. Пирог получается очень нежный, такой влажный внутри. И сверху хрустящая песочная крошка с орехами. Это невероятно вкусно. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.